Секрет счастья – это в том, что нет никакого секрета. Я думаю, ты сейчас скажешь, нет никакого счастья. 3 раза. 3 раза. Ты поднялся Мне на вершину сказали, Килиманджаро. зачем тебе так много? Я за девчонками ухаживал еще с таких лет, бегал с горшком. Что мама сказала? Дурак. Некомфортно, меняй общество, меняй работу, уходи от семьи. Всегда есть кто-то лучше тебя. За этой гонкой ты теряешь самое главное. Танцуйте. Неважно где, как. Можно на кровати танцевать, лежа. Я часто так практикую. Когда ты себя жалеешь, ты начинаешь искать способы не решения проблемы, а оправдания. Художник, писатель, актер, спортсмен и мотиватор. Кто-то восхищается, а наверняка есть люди, которые говорят, чего он мечется, зачем ему столько. Невозможно быть профессионалом в таком количестве, да, направлений. Есть такие люди? Да, моя мама, приемная мама, она вообще против таких вот коллабораций, метаний. Она говорит, как в выпендреже. Она вот за то, чтобы заниматься одним делом и иметь стабильный заработок. Вот, неважно, маленький. Так а зачем тебе вот столько, как ты объясняешь? Что это, жадность в отношении к жизни? Жадность по отношению к жизни – это хорошее, интересное. Любопытство, которое и сложило вот эту жадность и любовь жить и получать от жизни по максимуму. Я еще читала, что при первой возможности записался на все курсы, занятия, кружки и так далее, вплоть до вышивания. Абсолютно все кружки, это все было мое. Бегал, там, крестиком вышивал. Или там на кухню ходил, смотрел, как другие готовят. В итоге я теперь могу и зашить себе пуговицу, и приготовить дома что-нибудь такое. Это я вычитала в книге «Мама, я вырос». Мама, это, я так понимаю, которая усыновила, да, забрала из детдома. Я думаю, это обращение ко всем матерям. Это методичка для мам особенных детей. В принципе, любой маме, которая хочет, чтобы ее дитя определилось в этой жизни. Сколько было лет, когда она усыновила, забрала из детдома? 6-7, вот так вот. А она говорила, почему именно тебя выбрала? Может быть, ты ее спрашивал? Вот, она говорит, я влюбилась в твои глаза, и они были такие искренние и добрые, что, ну, то есть я подумала, что вот этот мальчик, это все, это мое. А вот сейчас мама точно не поймет. Алло. Да, мамуль. Как у тебя дела? Извини, что у меня тут музыка громкая, просто у нас сейчас концерт закончился, спектакль, в котором я участвовал. Вот. Я сейчас в Питере. Ага. Вот, выступили хорошо, все очень здорово, так что следи за новостями, скоро увидишь. Встречайте, Александр Похилько. Сколько тебе было лет, когда ты понял, что ты не можешь не рисовать? Когда вокруг взрослые сказали, боже мой, мальчик гениален, вы посмотрите, как он рисует. Учитывая то, что я все время чем-то занимался, то спортом, то это, и мне все время приписывали, что у меня скоро разовьется звездная болезнь. Может, поэтому я начал заниматься разным, чтобы не чувствовать вот эту гордыню перед собой, что вот я вот с такими ограничениями. А она подкрадывалась или нет? Она ко всем подкрадывается, это безусловно. И ты перестаешь развиваться. Фантастика.
здесь просто. Достаточно в юном возрасте обратил на себя внимание и действительно проявил способности. Где-то в 14 лет была выставка В с Третьяковской камерами, с галерее, журналистами в Третьяковской галерее. И получилось получить хорошее образование, да, я Да. имею в виду институт Сурикова. Но почему без диплома оттуда ушел? С какого курса ты ушел из института? Четвертый? С 4-го курса. Что мама сказала? Дурак. Естественно. Естественно, дурак. Все говорят, что дурак. Это же академия. Это же не просто институт. Академии, вот. Высшая академия. Каковы для тебя параметры успеха? Для человека, который, многие мечтают туда попасть, да? А ты берешь и перед дипломом уходишь. И, возможно, даже я бы вернулся туда и продолжил учебу. Желание никуда не ушло. Просто другие мотивы, другая сейчас позиция, другие мечты. Какие? Сделать шоколад, фирму уже. с Это какой-то новое увлечение. Стабильностью. Шоколад. Я им периодически занимался, делал мастер-классы по шоколаду. А сейчас я уже серьезно делаю свою продукцию. Это какой-то эксклюзивный, Да, это необычный эксклюзивный шоколад. императорский шоколад. Он сделан по индивидуальному только заказу. Какие-то скульптуры, конфеты, ручная работа, натуральный шоколад. Непосредственно Без всяких сам так. или просто продюсируешь, руководишь Нет, этим все делаю проектом? от начала до конца. Дизайн, упаковка. Сейчас это пока стартап, изучение, или ты уже получаешь какую-то прибыль, бонусы от своей идеи? На стартапе я сейчас получаю. I feel like summer. You can feel it. Давай с разворотом, то есть, типа от этого ты начинаешь, типа просто и такой, типа не на зрителя уже, но просто сам собой просто развернись, чтобы мы это тоже видели тебя. Там уже мы с руками посмотрим, с кисти или не кисти здесь. И здесь дальше прям уже, выходи в рок-стар, там потихоньку разгоняй, там то есть где-то можешь петь, где-то можешь, держать здесь, но физически ты должен закончить вот так. Типа вот так, блин, класс. Про театр хочется узнать, как? Да. Я искал подработку. Меня пригласила моя знакомая. Говорит, ты не хочешь устроить мастер-класс, полепить с ребятами в театре? То есть это какая-то инклюзивная Это театральная инклюзивно, да. группа? Я говорю, да, хорошо. И так незаметненько меня включили в эту инклюзивную школу. То есть ты начал обучаться Странно. актерскому мастерству? Вообще, в уже? принципе, я даже не хотел. То есть, я хотел сниматься в фильмах, там, это было желание, но учиться там или что-то там такое прям мне в голову не пришло, и я знаю, что это практически невозможно. Хотя, учитывая, что я в Суриковский поступил, люди по 5 лет не могут. Вот. А тут тебя предлагают, и я думаю, это нереально. И у нас были это соединение нескольких школ, МХАТа, ГИТИСа и еще что-то. Мы от МХАТа, ГИТИСа. Угу. То есть преподаватели оттуда Да, вас преподаватели. вели. Но кроме обучения, потом пошли реальные театральные проекты на таких площадках, не районный клуб. Сразу. Да. Мы стали обучаться, и буквально там через полгода, когда все поняли, что они набрали реально талантливых детей, пригласили профессиональных актеров из этих школ, и мы, значит, ставили пьесы. Какие театральные проекты и где, на каких площадках на твоем счету? Много было площадок. Одни из самых запоминающихся. Это театр Мирхольда. Я довольно часто сейчас уже там гость. И выступаю уже со своими какими-то проектами. Постановка «Чайка». Играл Треплева.
И по Гоголю «Женитьба». Я играл Живакина, даже исполнял там какое-то произведение на итальянском. Спорт еще занимает тоже серьезную часть твоей жизни. Какие виды спорта ты попробовал и продолжаешь пробовать? Это волейбол, баскетбол, плавание, бег, многоборье, гребля, парусный спорт, стрельба из пневматики. Опять же, плавание, и это то, что пятиборье. Вот это. Бокс. Бокс обязательно, потом парашютный спорт, вот. А потом восточные единоборства. Уже 11. Да. Ну, это уже триатлон, но триатлон, это он входит. В общем, больше 10. Да, больше 10. Да. Опять И с мне- чего начинали? мне Зачем хочется. так много? Я не хочу быть прям таким спортсменом. А что спорт дает, если Я там, о медалях ты не мечтаешь? считаю, что каждый человек, в принципе, должен по природе быть спортивным и в движении, быть в тонусе. А спорт — это единственное из доступного. Ну, это же правда. Человек — ленивое существо, а спорт он мотивирует. И ты можешь через спорт так соблюдать свой внутренний баланс. Штурм Килиманджаро, он нужен был для тонуса? И сюда, прямо отсюда берешь вот эту хрень, привязываешь к культи, завязываешь сюда и на пояс. Ну что, твои прогнозы? Я дойду, болею за ребят. Это было, опять же, любопытство. Смогу я или нет. В Сколько раз? 3 раза. 3 раза. 3 раза. Ты поднялся Мне на вершину сказали, Килиманджаро? зачем тебе так много? Ну, первый раз я не понял. Второй раз я решил, что я дойду до самого конца и еще там какое-то время побуду. Вот. А третий я уже за компанию шел. Вот такое бывает, да. Весь лохматый, немытый. Одним словом, красавчик. Ну что, как финиш? Блин, видишь? Да, я вижу, но походу я здесь прям упаду. Также я с прыжками. То есть никогда не хотел прыгать, но любопытство взяло свое. Я решил, значит, а почему нет? В итоге меня взяли в команду, и у меня больше там, 15-20, около 20 прыжков. По поводу Килиманджаро ты в книге пишешь такую фразу: «Сам не знаю, зачем это сделал, кому что доказать, потому что я-то и так был уверен, что смогу». Но мне было интересно, насколько полезен я буду на тот момент. Я шел на благое дело. Мы участвовали в программе «Хочу ходить». И за наши шаги платили спонсоры деньги. То есть каждый шаг, он Каждый был шаг стоил наполнен, чего-то там. не только наполнен смыслом, Да, но и приносил то есть деньги. Приносил деньги. И я участвовал даже не для фондов каких-то, а для того, чтобы потом другие люди могли встать на ноги, на протезы и доказать самому себе, что они могут больше. Я это сделал для наших ребят, которые так и не смогли достигнуть. Я обещал, я сделал. Всем тем, кто не уверен в себе, ищет себя, могу пожелать только верить в себя. А из твоих достижений какие на данный момент самые для тебя ценные?
Это, наверное, осознание того, что ты можешь лучше делать, Чем кто? чем ты сам. Я всегда борюсь с самим собой. Вот я не гонюсь за кем-то, чтобы быть лучше кого-то. Это хорошая мотивация, наверное, но она временная. Потому что всегда есть кто-то лучше тебя. И за этой гонкой ты теряешь самое главное. Это самореализация. Ты можешь потратить силы, ты можешь здоровье потратить. Вот смотри. Здесь опускают. Как громче, прямо их душе. Любовь к танцу — это всегда было из того, что мама включала Wonder Talking, а я танцевал. Это было незабываемо. И только сейчас я могу это проявить, не боясь и не прячась, что тебя неправильно поймут. Я Раньше очень рад, ты боялся, что в танце тебя в принципе, неправильно говорят, что поймут? таким, как я, место на сцене, сомнительно. Если это не драматическая какая-то там, и не военная. Ты слышал такое Конечно. в лицо? Конечно. Ты счастлив, когда происходят такие коллаборации, и люди уже по-другому смотрят на тебя, как на личность, а не на человека с инвалидностью. Разница между нами только в том, что мы разные. Но у нас равные возможности. На равных возможностях мы можем вместе развиваться, мы должны. Перекидывай. В спектакле много танца. Танец дает освобождение, как об этом говорят психологи. Да, Знаешь, они конечно. любят, да, слушайте, вам на танцы надо пойти, подвигаться. Танцуйте. Неважно где, как, танцуйте. Можно на кровати танцевать, лежа. Я часто так практикую. А в чем механизм? Почему это делает счастливым? Расслабляет, включает какие-то механизмы внутри. Ты уже идешь не по накатанной, как там сказали, что-то сделали, а то, как ты это чувствуешь, держа это в ритме, не останавливаясь. А танец, он как раз учит нас прислушиваться к себе, к своему ритму. Самый красивый танец — это танец, который ты услышал в голове. Вот если ты это видишь, чувствуешь и слышишь, ну, тогда ты уже на новой ступеньке развития. С точки зрения вот обывателя, да, восприятия, есть даже такая пословица: человек без рук, да, как без рук. И казалось бы, да, человек ограниченный, ну, самой природой, должен, ну, либо сесть на лавке грустить и думать, почему же так со мной произошло, и смириться с жизнью. То есть почему, в какой момент ты принял решение То я буду бороться. проигнорировать этот стереотип. Даже не бороться, а просто проигнорировать этот стереотип жизненный. Ну, это правильное замечание и правильный, наверное, хороший вопрос, потому что я в детстве не задумывался над тем, как развиваться. Меня не окружало большое количество людей, которые тыкало пальцем и говорило, какой ты инвалид. Не было понимания, И что не я было такой, понимания, что какой-то я не не могу. такой, и не можешь. Потому что у меня был выбор. Я за девчонками ухаживал еще с таких лет, бегал с горшком, чтобы случайно не промахнулась. Вот.
Потому что я себя чувствовал полноценным из-за того, что мне не говорили, как, какой я. То есть, ой, бедненький, несчастный, ой, там это. Они вообще ничего не говорили. Они не говорили, плохо это или хорошо. Я сам выбирал, что я могу и как мне развиваться. Но когда столкнулся с тем, что социум тебе уже говорит, какой-то ты Потом, не такой, как когда я столкнулся, удержал вот это? Да, когда я столкнулся уже с тем стереотипом, когда кто-то лучше тебя что-то делает, слава богу, на тот момент я уже был какой-то стержень и характер. Если с детства ребенка потыкать, ты нарушаешь его баланс и его характер. Ты его принижаешь перед своим величеством. Ему даешь выбор, он понимает, что он ответственный за то, что он делает. И у меня не было выбора, кому поплакаться, на кого наорать, с кем посоревноваться и так далее. Придя в школу, мне начали тыкать, ой, бедненький, несчастный. И я начал думать, а может я действительно бедный, несчастный, а может действительно у меня что-то не получается. И у меня действительно стало не получаться. У меня действительно. Поэтому я записался на все кружки, чтобы не отвлекать себя. Не было времени. Чтобы не было времени думать. Да, и думать. Вот когда ты думаешь, ты начинаешь себя жалеть. А когда ты себя жалеешь, ты начинаешь искать способы не решения проблемы, а оправдания. То есть ты любое оправдание найдешь, но только не способ ее решения. Когда ты выступаешь как мотиватор, как коуч с лекциями, вот кроме того, что ты им говоришь, танцуйте, расслабляйтесь, будьте смелее, что все-таки вот основное хочется донести и вложить людям в голову, которые пришли за каким-то секретом счастья, успеха, вдохновением? Секрет счастья – это в том, что нет никакого секрета. Я думаю, ты сейчас скажешь, нет никакого счастья. Счастье – это когда ты удовлетворен в чем-то здесь и сейчас, подарил цветок. Это было взаимно. Это искренность отношений к самому себе. То, как ты берешь этот цветок и подаешь. То есть ты умеешь себя преподносить людям. Люди взаимно тебе отдают то же самое. И ты в этот момент счастлив. Это может быть как умение отдавать? Умение отдавать. А это всегда умение отдавать. Быть счастливым – это умение отдавать, исходя из любви к себе. Если ты умеешь правильно любить, когда мы делаем и помогаем друг другу быть счастливыми, всегда лучше, когда ты это делаешь один. Потому что как ты узнаешь, счастлив ты был или нет, пока кто-то не покажет тебе. То есть все познается в сравнении. И чем искреннее ты будешь относиться к себе, тем больше в тебе тебя будет, а не то, что тебе навязали. То есть это надо отказаться от всех своих стереотипов, от всех вот этих навязанных мыслей. Я не ищу мотивации, я сам ее создаю. Меня побуждает на мотивацию только то, что я делаю. Важнее именно свое состояние, как ты себя чувствуешь в этом обществе. Некомфортно – меняй общество, меняй работу, уходи от семьи. Делай все возможное, чтобы себя чувствовать комфортно. Роста не будет. Зашкаливает, пульс зашкаливает, кушать хочется, пить хочется. Волнение было страшное, я переживал, но мы сделали. Было очень здорово. А вот там момент был, когда слетает перчатка, да, и в шоке товарищ, которому должен пожать руку. В жизни как часто такое бывает? В жизни, в принципе, реже бывает, потому что я, можно так сказать, афиширую свои таковойтности.
потому что я считаю, что меня должны воспринимать таким, какой я есть. И даже если у меня будут протезы, я их не буду скрывать, они у меня будут, да, очень крутыми, наверняка, и какие-нибудь художественные. Такой термин, да, инклюзивный спектакль, да, там, инклюзивная среда. Кстати, вы, если заметили, то здесь полная инклюзия. Здесь абсолютно разные, как и сексуальные ориентации, так и люди разных сословий. Кто-то в баре работает, кто-то уборщик. То есть посыл-то какой? Каждый имеет право и каждый должен пробовать. Может. Границы у нас только в голове, поэтому надо пробовать. Не получится, пробуйте другое, что-нибудь еще. Когда-нибудь вы придете к своему. Вот. И я пришел к своему. Я пробую все, и мне это нравится. По поводу слова «инклюзивный», его применяют чаще, да, относительно к людям с инвалидностью, типа доступная среда, но это же более широкое понятие, и оно касается не только, да, категории это терминология инвалидности, только да. в Российской Федерации. На самом деле, если с английского переводить, то это включение. И там не говорится об инвалидах, там говорится о всех включающихся в социальную структуру. Инклюзия – это прежде всего люди. Если вы какие-то там отделяетесь расой, нацией, идентичностью какой-то. Инклюзия – это люди, которые могут проявлять себя в разных плоскостях. И им не нужно доказывать чего-то, что кем они не могут быть. Я не могу быть здоровым, но я могу быть хорошим художником, скульптором, шоколадье и кем угодно, имея такие особенности. Так и любой человек может. То есть как будут подходить к этому люди, как, так и будет отвечать ему общество.